Да. Александр Романов у меня в гостях, у меня в Красково. Это невероятное событие. Был в Москве и зашел в гости. Саш, спасибо тебе огромное, что ты приехал, значит, посетил мое скромное жилище. Летом у нас с тобой не получилось встретиться, к сожалению, друзья, поэтому нет ролика. Хотелось бы увидеть его замечательных карпов, вот таких вот здоровых. Я вообще не знаю, в России кто-то еще таких здоровых держит. Нет. Нет? Вот нет. Я тоже, потому что у меня спрашивают, ну, ребята, например, ну, там, с Рублевки, где купить, скажи, где? Я говорю, слушайте, ну, вот реально не знаю. Больше метра нет. Ну, как маленькие-то продаются, маленькие, как да, вот есть, всякие есть. вот эти ну, вот там. До 60, да. там, до 70 максимум. А даже такие продаются? Да, такие есть. Вот. Можно найти. То есть я не вижу. Значит, Александр, у меня есть ролик про него, «Россия дискус-центр», так, по-моему, назывался. Да. Да, вот, значит, это известный дискусовод, судья на чемпионате дискусов. Прошлый чемпионат, по-моему, в этом ты тоже будешь, да? Очень приятно будет тебя видеть. Да, очень приятно будет тебя видеть. И, друзья, приглашаю всех, ну, дабы вот будет такая возможность, значит, увидеть воочию, вживую Александра. Значит, давайте к регалиям перейдем, Александр, к вашим, к твоим. Можно? Да, конечно, конечно. Вот, значит. Дело в том, что я сегодня, ну, мы сначала хотели, ну, во-первых, у него записать это все, но не получилось, потом хотели онлайн, ну, вот он здесь появился здесь, мы решили, значит, сделать этот ролик. Значит, Александр, чемпион мира, правильно? 24-го года. 24-го года по... 54-й чемпионат. По карпам кои, друзья. Уникальная рыбка, да. Уникальная рыбка, уникальный чемпионат. Значит, он проходит в Японии. Токио. В Токио даже, да. И Александр стал там гранд-чемпионом. Ну, точнее, его рыба. Да. Вот. Да. Стал гранд-чемпионом. Что это такое, Александр, гранд-чемпион? Ты, по-моему, еще, получается, в 22-м году. Каждый год там было много разных. Я имею в виду, что завоевал первое место. Это было... С черно-белой такой рыбкой. Да. Это как было... она называлась? Широуцури. Широуцури. Да. Такие названия классные. Это была просто одна из наград, которая лучшая в своей породе была рыба. Но таких много было. Это как на чемпионате, вот будет у нас, например, там, дискусы в полосочку, да, вот по категориям. Ты в своей вот этой категории, а 2 года назад, получается, ты стал чемпион вообще всех, среди всех рыб. Гранд-чемпион. Гранд-чемпион. Вот я просто расшифровать, что это такое. Гранд-чемпионом может быть только рыба 3 пород. Кахаку, шова и санки. Вот эти так определено, госанки. Эта группа называется. И то есть есть рыбы, которые растут еще больше. Монохромные, карашигои, бенигои и так далее. Они могут и 1,20 м вырасти. Но они одного цвета, как судить. Вот. Только по размеру это невозможно. Поэтому была определена группа, которая растет тоже до больших размеров, но у которой имеет рисунок. Да. Если кахаку — это бело-красная рыба, санки — это белая, красная, черная, немного черного, а шоу — это черно-красно-белая. Вот. Ну, вот. А твоя рыбка, вот она здесь. Моя рыбка. Вот кто она? Вот. Моя рыбка кахаку. Кахаку. Да. Вот она, да, вот это вот. Да. Друзья, смотрите, какая красота. Просто бомба. Это вот самая популярная порода, потому что вот классическое белое тело и красные пятна. Гранд-чемпион. Да. Мистер Александр Ромащенко. Да. Еще тогда Ромащенко Еще был. тогда, да. Сейчас он Александр Романов. Вот. Да. Значит,
вот, а еще хочу, чтобы вы услышали, как правильно это вот не золотая рыбка, а карп-кой по-японски. Нишикигой. Нишикигой, это вот карп-кой переводится. Это карп-кой переводится, да. Почему она в Японии именно популярна рыбка? Почему у нас, например, не популярна? В каких еще странах она популярна? Она популярна во всей Азии. Во всей? Во всей Азии. Во всех азиатских странах карп-кой считается символом удачи, счастья и так далее. Вот. Во всех. Китай, Сингапур, Малайзия. То есть они считают, что если у тебя есть эта рыбка, тебя будет преследовать удача. Да. Такое все. Да. Вот. Почему у нас? Потому что у нас холодно. Одно единственное препятствие. Вот. То есть и нужно делать вот, ну, типа такого же вот ангарчика, как у тебя. Нужно накрытое помещение. Я ролик прикрепляю и показываю этот ангарчик вам, как это примерно выглядит. То есть крытое помещение, там какой-то минимальный подогрев. Хотя бы. Да, чтобы ну, вода в плюсовой температуре была. А вообще до какой температуры они держат? Да, они могут и при 10 градусах жить, вот. Но в этот момент они не питаются. Вообще в Японии выраженная сезонность, то есть рыбу выпускают, ну, допустим так, начнем с весны, да? С конца апреля, с начала мая рыба идет в пруды, вся рыба отправляется в пруды на выгул. В прудах ее кормят, помимо того, что она находит там, что-то на дне, да, жучков, паучков, мотыль и все остальное. Она откармливается, стоят кормушки с фотоэлементами, и в автоматическом режиме все это кормится. А зачем фотоэлемент? А питание как ты подведешь, чтобы она работала, кормушка? Я понял. Да, солнечная батарея, да. Вот. Хозяин только засыпает корм, приезжает. Вот. До октября-ноября она сидит в озерах. Октябрь, ноябрь, даже декабрь захватывают. У них сбор урожая. И они переводят всю рыбу в бассейны, вот, на фермах, и в абсолютно чистую воду, не кормят до апреля. То есть, сколько месяцев не ест вообще? Да. Ну, фильтр также стоят. Все стоит, да. Но у них старая система, маты стоят, вот, и так далее. Сейчас некоторые переходят на барабанные фильтры, но туго приживается эта история почему-то. Ну, у них в крови традиционный уклад, и вот они... Полоть дрова. Ну, да, понимаешь, да. Ну, своя культура, да, вот эта японская. Да. Они очень туго переходят на что-то нетрадиционное. Вот оно же получалось много лет, много десятилетий, столетий. Да. Вот, поэтому, но уже начинают потихоньку. Друзья, напишите в комментарии, почему в России это движение не очень развито. Ну, ведь аквариумы тоже большие у нас есть, да, и они в тепле. Ну, в принципе, ангарчик там построить, ну, с бассейном. Ну да, но другое отношение. Бани же строим, у нас же, понимаешь, какая история? У нас же нет культа, да, карпа-кой, потому что... Мы не верим нет, в то, что если что будет он приносит карп. Да. Ну ладно, пусть. У нас этого нет в культуре. У нас в культуре, она вкусная или нет? Вот. Ну да. Они, кстати, едят, нет, эти рыбы, вот, когда они не вырастают? едят. Нет? Нет. Все, выкинул, все, естественно, умерла. Да. А долго они живут, карпы? Если мы возьмем исторические данные, то один карп, ну, якобы задокументировано 120 лет. Ничего себе, то есть они долгожители. Да. Там какие-нибудь лет 30-40 для него вообще не о чем. У них это было так, были, значит, ручейки, речушки, которые, и они строили дома на берегу этих речушек, фактически над этой речкой. И часть дома висела над рекой. И у них были, значит, такие, как... Садки? Не садки, а, значит, сначала были просто отверстия в полу, и после еды они сбрасывали туда все остатки. И карпы приплывали и ели это.
То есть ты хочешь сказать, что карпы у них это рыбка, которая просто плавает в речках? Абсолютно верно. Именно вот цветные? Не, стоп. Сначала приплывали не Просто цветные. карпы. Да. Вот. Потом, когда эти карпы становились чуть ли не членами семьи, они никуда не уплывали, они все время находились рядом. Да, они прям знают, да, хозяина? Ну да, вот. А потом кому-то когда-то, я точно не скажу, показался карп другой расцветки, и пошла эта история. А потом, раньше они занимались рисом, когда стала востребована эта культура, они переквалифицировали рисовые чеки под прудики. Вот, точно так же каскадом. Это сейчас есть. Вот. Они очень неглубокие, по пояс, может быть, чуть больше, эти прудики. И вот они выпускают туда и там откармливают. Заниматься карпами стало выгоднее, чем выращивать рис. А почему? Они на еду их выращивали? С единиц нет, когда это стало модно в плане декоративном. Да. А потом это пошло по миру. Почему ты говоришь выгодно? Они их как-то продают или чего? Нет, когда эта культура начала приживаться в Европе, в Голландии, Великобритании, в Америке, они начали продавать. И они поняли, что заниматься выращиванием карпов и продажей их на экспорт гораздо выгоднее, чем выращивать рис с единицы площади. Вот. Какие хитрые японцы. Ну да. Интересно. Александр, давай поговорим про сам чемпионат. Я, друзья, пытаюсь структурировать немножко беседу, каким-то образом, понять, каким образом вообще, человек из России из недружественной для Японии страны, так скажем это мягко. На данный момент. На данный момент, да. Да. Смог завоевать первое место в мире вообще, скажем так, в нетрадиционном, как мы сказали, да, для нас виде спорта, именно карпы. В виде хобби. Я бы не назвал это спортом. Это не спорт. То есть у них это тоже не спорт. Не спорт. А как он регулируется вообще? Никак не регулируется. Есть ассоциация, которая Всеяпонская ассоциация Нишикигой. Не МАК. Нет, не МАК. Вот. В которую входят, членами которой являются люди со всего мира. Вот. Они что-то платят туда, да? Чисто символически. Может быть. Раз в 3 года что-то такое. Я не помню, когда я последний раз платил. Как они организовали? Если честно. Нет, я думаю, что им хватает тех денег, которые они собирают с выставок. Вот. А они только это Ники шоу или еще какие-то выставки? Ники шоу, All Japan Koi шоу, да. Не знаю, почему мне это название зацепилось. Есть, как ты там еще раз сказал? Да, это шоу называется, этот чемпионат называется All Japan Koi Show, всеяпонское кой-шоу. Он же неофициальный чемпионат мира. Неофициально условно. Так как другого чемпионата не существует. То есть это не определяют какие-нибудь власти Японии? Нет. Власти Японии не имеют сюда никакого отношения. Как и во всем мире, хобби не регулируется. Вот. И все правила определяет всеяпонская организация Нишикигой. То есть сама ассоциация это решила, что будут там какие-то правила. Да. И по этим правилам. Есть стандарты оценочные. А если я не согласен с этими правилами? Это твой выбор. Да я могу не участвовать. У меня есть такое право. Абсолютно.
Можно не ехать и не участвовать. Все абсолютно свободны. Ну, а как же мои права будут нарушены? Ну да. Друзья, я не просто так, я сами понимаете, кого стебу. Вот, с разных сторон. Да, с разных сторон. Это вопросы, которые нас уже замучили просто. И я пытаюсь понять, как это у других. Есть у них такой маразм, как у нас, или нет? Нет. Если кого-то не устраивает, он не участвует. Меня, может быть, тоже что-то не устраивает. Но это мое личное дело. Мне никто не запрещает. Как права мои будут нарушены, если я не согласен с этими правилами. Создавай свои правила. Вот об этом Создавай свою ассоциацию, создавай свои правила. Сейчас, кстати, создают параллельно, пытается создать бридер номер 1 Сакай. Свой. Хочет свою выставку хочет сделать. Он его как бы уже обозначил, и она уже даже прошла. У того просто уже какая-то история есть, да? 54 признано, года. Уже 56 Если лет. люди участвуют, значит, признано, да. 56 лет проводится этот чемпионат. Ничего себе. Да. Прикиньте, он каждый год, да? Каждый год. 56 лет. Ёшкин, матрешкин. Да. Есть фермы, которые больше 100 лет. Ничего себе. Разводят карпакой. В 2024 году, когда я победил, это был первый случай, когда победил европеец. И второй случай, когда победил европеоид, если можно так назвать. Потому что до этого один раз победил американец. А вот я второй европеоид, который до этого и после этого все время побеждают азиаты. Потому что это культ, потому что они помешаны на этом деле. Как они там, ты русский. Как ты мог победить? Не может русский победить. Но, кстати, есть какие-то такие? Нет, кстати, там так. Это настолько популярно, что люди вожделеют этого приза главного на протяжении многого времени. Я знаю людей, которые по 25, 30, даже 35 лет пытаются выиграть и не могут выиграть. Настолько это сложно сделать. 2200 рыб. Нет такого. Кто он такой, этот русский? Я тут 35 лет, занимаюсь. А этот русский, который не разводит рыбу даже. Как там еще там? Когда происходит судейство, судьи не знают, чья это рыба. Русского или не русского. Они не знают. Я понял. Я все равно про потом. Есть такая... Понимаю. Негатив какой-то там. Есть, нет, не так, чтобы негатив, но есть... Типа это несправедливо. Нет, такого нет. Есть... Признается это, да, результаты. Есть, не сказать, чтобы зависть, что-то типа этого. Да. Скажи, пожалуйста, у тебя в майском... Ревность, ревность, да, не ревнуют. Правильное слово, да. А в майском рыба японская? Да. Япония. Вся рыба, да. А еще ты говорил, что не все рыбы вырастают до больших размеров. Это правда? Да. Подавляющее большинство рыбы не растет до больших размеров. Именно карпов вот этих. Да. И это одна из причин, почему трудно выиграть. Потому что рыба, которую ты думаешь, что вырастет, может остановиться на 85, может остановиться на 90 сантиметрах. И дальше не пойти. Сколько надо? А надо минимум 92, чтобы заявиться в претенденты на... Меряют от хвоста до носа? От хвоста до носа, да. От кончика от хвоста. Длинной от части. Верхней части. Как с дискусами ты говорил. Там до хвоста или... Нет, тут целиком с хвостом меряют рыбу от кончика носа до кончика верхнего. Они ее как кладут вот так? Нет, они ее в воде, значит, есть... Есть, значит, корыто, в котором пластиковая линейка. И они наливают транквилизатор, чтобы рыба успокоилась. И они ее прислоняют к этой линейке и замеряют. Понял. Да. То есть в погруженном состоянии. Да.
Какие у нас бы, блин, положили на разделочный стол, замерили обратно. Или рулеткой, пустили, да. Ну там же, наверное, надо не повредить вот ну, эту конечно, чешую, потому что же ей выступать, да. Конечно. Если Относится очень бережно. Да. Вот скажи, пожалуйста, а ты вот ну просто их там как бы покупаешь, или ты все-таки ну сам разводчик? Ты вообще умеешь рыбу разводить или нет? Ну, мне просто интересно. Я развожу рыбу. Потому что есть такое мнение, выраженное, выраженное говорящей головой, да, что ты не разводишь рыбу. одним персонажем, Да. Вот. который уцепился за мое же высказывание. Да, когда ты меня спросил, а ты разводишь рыбу? Я тебе ответил, нет, не развожу. Но это касалось, это русский язык в настоящее время. Да. Но это не значит, что не было прошедшего времени. Друзья, я тоже сейчас рыбу не развожу. Да, Так, в котором я разводил десятками тысяч карпов. А вот это вот ты? Скажи, пожалуйста. Да, это я перебираю, сижу малька. А что ты так вот смотришь куда-то? А смысл в том, что в основном осуществляется 5... Это лупа, да? Да. Ага. 5 или 6 стадий сортировки. Угу. Чтобы не кормить ту рыбу, которая либо дефектная, либо не представляет интереса с точки зрения там, цвета и так далее. Ее отбраковывают. Чем раньше, тем лучше. Вот. Как раз ты вот здесь. Я вот как раз этим здесь занимаюсь. Друзья, у нас много кадров. Это вот уже, я так понимаю. Это у нас нересты. У меня стояло 4 бассейна, в которых проходил нерест. Друзья, давайте посмотрим, это очень интересно. Это устройство теплицы, в которой я разводил рыбу. Ага. А это вот эти фильтры, которые у тебя и сейчас, в принципе, да, стоят, только сейчас по-другому. Все то же самое. Только там сейчас выращиваются скаты. Угу. Вот теперь скотоводством еще занялся. А я, наверное, не видел это помещение, да? С тепличкой. Нет, ты не видел. Не видел, да. Ну, я надеюсь, не последний раз. Ну да. Вот. Так. Так. Да, вот можно после нереста показать. Вот это да. вот. После нереста личинок я переносил в аквариумы с проточной системой, потому что так проще было поднимать их. Вот. Да, когда они доходили до размера где-то 2 сантиметра, я переносил их обратно в бассейны. А сортировал ты их когда? А вот как раз когда переносил. Ну, то есть такую вот же еще бесполезно сортировать. Такую бесполезно. Ну, 2 сантиметра уже нормально. Ничего не видно, да? Тут, в принципе, ни цвета, ни формы. Ну, конечно, да. Друзья, вот такие вот. Вот здесь будет видно. Да. Вот, они потом переносились вот в такие лотки, так можно их назвать, с натянутой сеткой мелкой. И там они выращивались до следующей сортировки. И в конце у тебя остается там каких-нибудь мизер. Совсем немножко, да? Может быть 1%. Но самые-самые такие. Да. Очень, ну вот, друзья, посмотрите, как это выглядит все. Ну, система, собственно говоря, простая, да, то фильтрация, как бы, и садки в этих бассейнах для того, чтобы там либо по породам их разделить, либо... Ну, чтобы малька не засосала, в первую очередь, фильтрацию, систему фильтрации. Ну, да. Стоит барабанный фильтр и потом орошаемый фильтр тоже. Вот эти как раз колонны, которые вот здесь, здесь вот он сверху сюда дает, и это самое, вода падает. Ну, вот там десятки тысяч. Ну да. Этого малька. А как их нерестить вообще? Нерестят... коленом их, а вот они, по-моему. А вот и нерест, да. Вот это же нерест, да? Да, вот он нерест. То есть они сами, как бы, ты их там не даешь, вот они. Я для того, чтобы нерест... Здесь мочалы какие-то, да? Да. Чтобы нерест проходил, я держал раздельно самцов и самок. Слушай, ну это они прям вообще крупные такие. Ну, конечно, да. И потом саживал вместе, поднимал температуру воды, и все, нерест происходил. Так же, как в аквариуме. Друзья, ну посмотрите, как они нерестятся. Где вы еще такое увидите? Красота же просто. Ну да.
Завораживающе зрелище. И вот эти мочалки ты потом просто вытаскиваешь? Я даже нет, я дожидался, пока личинка поплывет. Ага. Ну их оттуда убираешь, производитель? Да, конечно. Ага. Личинка, когда плыла, я ее собирал потом с большим сачком и переносил в аквариум. Классно, вот сейчас такой момент. Угу. Любовь, любовь. Оба. Друзья, смотрите, какая красота. А есть еще какие кадры интересные? Ну вот. Это тоже нерест, да? Да. Други. Смотрите, как замечательно. И еще и снимать тут успевал. Да. Обычно сажалось сразу 4 семьи, в 4 бассейна, чтобы проще было потом общего малька поднимать. Ну да, одного возраста, да. Его сортировать проще, Да. конечно, я тут тоже согласен. Друзья, вот еще вам кадрики красивые. Ну, вот по пене на поверхности можно судить, что нерест уже происходил. Ага. То есть очень много протеина, белка, Да. Ага. Ну, здесь они уже такие не очень активные. Я оставлял им освещение очень слабое на ночь. Угу. И много нерестов происходило ночью. Просто, друзья, ради красивых кадров посмотреть на это все великолепие. А это примерно они сантиметров по 30, по 40, да? Такие. По 70. Да ладно. Я что-то масштаб немножечко, видимо, самцы мельче, не самцы по 60 где-то, самки были по 70. Друзья, то есть это вот, представляете, какая рыба? Ну, насколько крупная. Я, ну, честно вам признаюсь, я воочию видел у Александра, когда, ну, в сачок рыба, а мы ловили там сачком рыбку, а ее, ну, ты поднять не можешь. Ну, да. Я не знаю, сколько она весит. Сколько вот этот, кстати, чемпион весит? Его взвешивали? Ну, за 20. За 20, да? Ничего за себе. 20. Ну, то есть это такой приличный, как бы, даже там для рыбаков каких-нибудь, да? Ух ты, смотрите, какая штука. Да, это вот сортировка очередная. Ага. Сначала я вылавливал сюда всех, потом И постепенно отсюда чик-чик-чик. тех, которых отсортировывал, они шли, значит, в места не столь отдаленные, а те, которые представляли какой-то интерес, шли в общий. Друзья, но я хочу сказать, что сортировка — это такой адский труд на самом Да, деле. Только так и такая есть. рутина, как бы, и вот надо вот через какое-то время начинают как бы это все рябить в глазах, ты некоторый контроль теряешь, ну то есть усталость какая-то, это напряжение, Конечно, ну, постоянное напряжение как бы глаз, Да. и надо же еще ее там выловить эту сюда, бывает ловишь, блин, не туда кинул такой, хоба тоже такой. Вот я почему так говорю, потому что ну сам значит, сортировал золотых рыбок. Вот, я это на канале на своем показывал. Ну поэтому вот я эти это уже отсортированы. Александра, как бы, вот, смотрите, Да. такие красавчики. А эти по сколько сантиметров? Ну, Эти так, были ну, что-то в районе 35-40. Ёкарный бабай. Вот 35 где-то, по-моему. Это же вообще огромные. Понятно, что Максимум, они уже- что мне удавалось выращивать, что касается кахаку, это был размер ну, до 50 сантиметров в год. Мгм. Вот. За год на теплой воде до 50 сантиметров они вырастали. А тут, которые у тебя дорастали когда-нибудь сами до 90 сантиметров? Они все шли в продажу. А, ну, то есть ты это как бы продавал? Да, Всё. да, Ага. да. Интересная раскраска, да, вот у этих. Ну да. И как раз такая порода и выиграла, да? Как раз такая порода и выиграла. Друзья, ну вы посмотрите, насколько это грациозно все и красиво. Вот просто что-то с чем-то. Смотрите, какие красавчики. Но очень большой труд. Ну вот определите, вот какой из них будет чемпион, можете? Вот из этих. Есть ли здесь какой-то, да? Ну да. И как раз вот талант и Александра и заключается в том, чтобы
еще с детства понять. Найти есть ли у да, этой рыбки шанс? Потенциал. Потенциал, да. Шанс, да. Вырасти, во-первых. Во-вторых, значит, по самой форме быть. Там же не только рост, да, еще Нет. форма, цвет. Все параметры пятышки, должны там, сойтись. Симметрично, Да. несимметрично, Да. там, я не знаю. По каким вообще параметрам? Должно быть гармонично. Оно должно смотреться гармонично. То есть соотношение... Это достижимое понятие. Да. Понятно, но соотношение белого и красного должно быть плюс-минус пополам на теле. Если мы берем, допустим, рыбу, у которой есть красные пятна только наверху, она никогда не выиграет. Красные пятна должны заходить на бока. Обязательно. А у твоей рыбки есть на боках? Ну, конечно. Ну-ка, давай глянем. Ну, рисунок должен сходить, так сказать. Не только как кепка наверху быть. Да. А вот смотри, вот здесь вот ты на награждении. Да, вот то, о чем я говорю. Эту рыбку, когда они ее успели сделать? За сутки. Да? Да. То есть они взяли копию какую-то? Полная копия, в полный как размер. они ее сделали вообще? Ну, делают они пластиковых таких. Интересно, за сутки сделали, уже знали победителя, да, такие взяли. Да. Ее сделали и... Ну вот видите, друзья, здесь вот на бока как бы это все заходит. Вообще это большое как бы помещение, и вот давай все-таки перейдем к самой этой выставке. Большое это помещение, вот где эта выставка проходит. Ну, сколько там? Я так понимаю, что там какие-то емкости где-то. Вот здесь, по-моему, Нет, видео я тебе. Так. Ну вот какой-то есть. Не, это не выше, он? выше. Это он. Это вот если о размере говорить. Вот. Это чемпион мира. Да. Какой красавчик. Как подводная лодка, да? А вот этот горбик у него, это у них у всех такие? Да? Ну, в таком размере, конечно. Ага. На лбе который, друзья, Да. вот этот вот. Вы посмотрите, какой красавчик. Как подводная лодка такой медленный, да? Ну да. И плавнички прям симметричные такие. Ну, вот это и оценивается. Все параметры. Так, вот параметр первый мы с тобой. Следующий. Вот ниже листай. Вот смотри. Это к размеру, к разговору о размере и весе. Други, ну смотрите. Просто вот насколько большой карп. А вот этот дядька не японец, да? Нет, японец. Японец? Да. Он как будто не японец. Так просто, видимо, голову Это загнул. японец. Они сами, по-моему, кайфуют, да, от этой темы. Ну, конечно. Там тоже есть волонтеры? Или нет? Или это все за деньги? Как бы приходят люди, работают? Это все без денег. Все без денег, да? Да. То есть как у нас. Вот, Это все без денег. Приезжают ребята со всей Абсолютно страны, без денег. и Никому организаторы не платят ни копейки. Я просто насколько это масштабное, друзья, Вот, да, хочу долистай туда. каким-то образом Дальше. вам это показать, чтобы... Дальше. Друзья, давайте посмотрим. 442, 439, 440. И Ничего туда себе. дальше еще. И эти бассейны, я так понимаю, 1,5 метра в диаметре, да? Такие. И вот в ту сторону. Видишь, сколько? Ага. То есть это какое-то общественное помещение, да? Да. Это какой-то центр. А это вот что за трубочки? Это воздух, да? Это вот воздух, да. Там у них ничего не стоит, кроме воздуха, да, я так понимаю? Да. А сколько шоу идет? 3 дня? 4. 4 дня. Первый день судейства, пока в день судейства никого не допускают, чтобы никто не видел рыбу. Вот. Когда судейство прошло, уже открывают выставку для посетителей. Вот так круто. Друзья, давайте еще один посмотрим. Еще один, как это все выглядит. А почему одни вот емкости поменьше, там рыбки просто Там поменьше рыбка, да. Это какая-то порода просто поменьше? Нет, они именно поменьше. Могут выиграть в какой-то приз даже 10-сантиметровый. А что это за приз может быть? Вот
во всех размерных, так сказать, позициях выясняют, кто лучший. Я понял. Да. Но на гранд-чемпиона может заявиться 92 сантиметра, и только вот этих трех пород. Да. Ага. Это все призы, я так понимаю, по каждой категории, да? Призы. А ты получил вот этот большой приз, да? Последний, да. Вот этот вот. Вот этот, да. Вот этот огромный, друзья. Вот этот вот. А где-то же есть фотография. Ну да. Давай глянем. Можно тот, который дома, шифонер. Сейчас давайте покажем эти призы, друзья. Это просто интересно. Давайте вот посмотрим. Ну, вот сравнить, да. Да, это, ну, вот это награждение, да. уже Александр, вот, который кубок в пол тебя. Друзья, смотрите, как это все круто. Кубок, конечно, огромный. Ну вот вверху надпись, вот видишь. 54-й, всеяпонское комбинированное Нишикигой да, шоу. Нишикигой, да. Почему Ники шоу? И дальше Нишикигой of the World. Ага. А ты как с ними разговариваешь? На английском. На английском? Да. Они понимают? Ну, английский или только некоторые? Некоторые. Круто. Я хочу еще вам, друзья, шкафчик показать Александра с его наградами. Я так понимаю, ты его уже привез, все эти награды, сюда? С горем пополам. Слушай, ну это тоже, наверное, целая эпопея была. Нужно было доказывать, что там нет ценных материалов, которые запрещены. Здесь или там? Там. В кубках нет ценных материалов, которые запрещены к вывозу. Из-за той ситуации, в которой мы сейчас. Ну вот, друзья, Александра шкаф дома, который он сделал. Вот, собственно говоря, этот карпик, ну только уже пластиковый. Ну да. Вот. Всякие японские штучки. И миллион кубков каких-то. Да. За разных рыб, за разное время. Да, то есть ты уже сколько лет там участвуешь? Уже давно. Сейчас, дай бог памяти. То есть нет такого, что ты вот, приехал и в первый год занял, нет. в твоей категории, а во второй год, нет. гранд-чемпионом. Нет. То есть ты давнишний там участник, да. Тебя там знают хорошо. Да. Вот. Хорошо. Как ты стал судьей? Здесь на паузу, друзья, нажмем. Сейчас, секундочку. Вот это одна из группа судей. Где? Это вот когда судьей был на предыдущем чемпионате. Ага. Все эти русские на одно лицо, да? Ну, прикольно, вот, да, такие фоточки. Теплые воспоминания, наверное, да? Это, кстати, вот на фотографии некоторые из них очень известные бридеры. Давай кого-нибудь скажем. Давай. Вот в середине, на самом верху. Вот это. Да. Это Дайничи. Ага. Это очень известный. Бридер, друзья, это разводчик. Да. Ну, либо селекционер, либо разводчик. Разводчик, брид, рожать. Да. Если смотреть налево, то это Херой. Ага. А он кто? Херой тоже разводчик. Тоже это все. Здесь нет случайных. Он известный людей, разводчик бридеры, по Генрин Гошики, есть такая порода. И Дойцу Шова, Дойцу Ширауцури и так далее. А есть ли здесь люди случайные, как говорит говорящая голова, у которых нет рыбы? Нет, так не бывает. Там, и так далее. Так не бывает. Неопытные какие-то. Не бывает. То есть Туда, это очень традиционная история. Это все судьи, да? Да, нет, это часть судей. Это группа, в которой... А сколько всего судей? 81. 81? 81 судья. Чтобы избежать ошибки. Ну, во-первых, огромное количество рыб нужно отсудить за один день. И все количество рыб делится на группы. И одна группа судит с тех карпов, которые выделили для этой группы путем жеребьевки. Просто жребий выпал. Там, допустим, группа А судит размер 35 и размер 80, к примеру. Да. Другие, вот какие-то другие два размера, ну и так далее. Вот.
Попробуйте 81 человека обмануть. Да? Гранд-чемпиона выбирают простым голосованием. Бросается бумажечка с указанием того. Эти же судьи. Эти же судьи, да. Вот они выстраиваются, стоит урна. И сначала выбирают они полуфиналистов, а потом уже из 2 полуфиналистов выбирают гранд-чемпиона. Да. Они кидают каждый свою бумажечку с именем, вот, кого они, кто им больше понравился, кого они считают более достойным, какую рыбу имеется в виду. Вот. И потом просто подсчет. И все. Моя рыба победила с перевесом в 6 голосов всего лишь. Из 81. 81 судья, друзья. Да. Вообще просто. Ну, зато Ну, кто они, я имею в виду, кто судей назначает? Как стать судьей? Вот ты же судья, стал судьей. Это решает оргкомитет. Оргкомитет чемпионата. То есть ассоциация Нишикигои всеяпонская. Которая шоу само организовывает. Да. Они же и выбирают судей. А там же, по-моему, чемпионов World было написано. Ну, я же говорю, мира. Да, то есть они не стесняются эти слова писать. Это считается чемпионат мира, да. Не надо там разрешения специально. Нет. Да, ни у кого спрашивать не надо, это чемпионат мира или нет. Да. Относится он к спорту или не относится, этот чемпионат мира. А чемпион относится к спорту или не относится? Я, друзья, просто чтобы снять возражения, которые, так сказать, нам накидывают постоянно, непонятно зачем, как будто заняться больше нечем. Нет, чемпионат готовить. Тут все очень просто. Проводятся чемпионаты, по парикмахерскому искусству. Это спорт? Нет, это не спорт. Это парикмахерское искусство. Ну тогда мы чемпионат не можем называться. Но называется же чемпионатом. И выявляют чемпиона по парикмахерскому искусству. Слово чемпион. И ни у кого это не. И никто не заставляет их идти в спорт. Да. Прикольно. Входить в какую-то спортивную организацию, назначать парикмахерское искусство. Ну вот, есть, значит, это ассоциация японская, которая, значит, делает этот чемпионат. Вот как она судьи выбирает? Как, значит, Очень часто путем жеребьевки. Есть непререкаемые авторитеты, как вот бридеры. Там в профессионализме никто не сомневается. Что значит непререкаемый авторитет? Вот кто определил его авторитетность? Как это просто на русский язык-то перевести? Я скажу, когда это сообщество считает, что у этого бридера раз за разом получается классная рыба, и он это подтверждает на протяжении многих лет. То есть это определяет сообщество? Это сообщество, естественно. Авторитет зависит от сообщества, да? Больше никто. То есть если ты сам себя назвал как бы гусем, это не значит, что ты гусь, да? Можешь называть себя как угодно. Да. Главное, чтобы тебя другие так называли. Конечно. Если другие тебя не признают, то ты можешь идти со своим названием куда подальше. Да, друзья, это очень важно, потому что все-таки самое важное во всех соревнованиях – это признание результата. Репутация. Не название, понимаете, а именно признание всеми, либо большинством, этих результатов. Иначе, это как… Большинство. Да. Абсолютно верно. И если эти результаты большинством не признаются, значит, это цена этому чемпионату ноль. Я же говорю, я могу организовать чемпионат, на который никто не поедет. Естественно. По бальным танцам или почему-то. По хоккею с травой. Да. И так далее. И твой голос там вряд ли будет что-то решать, потому что ты там никто и звать никак. Но в Карпах-Кое у тебя есть какой-то бэкграунд, какой-то авторитет, где ты судил, и судьи там знают, что ты в этом разбираешься. Тем более ты доказал своим чемпионством, что ты тоже авторитетный человек. Чего-то там соображаю. Да, чего-то там соображаю. И предыдущий, кстати, был год, когда мы такой своеобразный тоже рекорд сделали. Я говорю мы, потому что
есть человек, который мне помогает в организационных моментах там. Тоши Накамори, ну, он же друг. Вот. Он как мостик между японоязычными и мной англоязычным. Да. Вот. Мы заявили, ну, можно сказать, я заявил, да, 13 рыб на один из чемпионатов. Из 13 рыб ниже первого места не было ни одной. В своей категории. Да, это вот был такой своеобразный рекорд. Обычно так не бывает. То есть в каждой категории все 13 ниже первого места не было. Все заняли первое место. Да. Первое место и выше. Потому что первое место можно среди тех, кто занял первые места в каждой категории, выбирают лучшую. И этот приз называется какугио. Это как бы чемпион среди первых. Да. А гранд-чемпион тогда? Гранд-чемпион — это чемпион чемпионов. Ага. Вот как. Да. А почему они тогда, как можно из первых выбрать? Вот первая черная рыбка, первая красная или как? Вот смотри, допустим, 10 рыб выбрали. Так. Смотрится, какая рыба наиболее удовлетворяет требованиям к своей конкретной породе. Какая рыба наиболее крутая в той породе, которой она является, по сравнению с другими. Ну, допустим, у меня там Шира Уцури, у кого-то там гошики. Он как гошики не дотягивает до того, чтобы назваться лучшим среди 10. Он как гошики, ну, хороший, да, но не перфектный. А этот Шира перфектный. Ну, то есть он лучший среди этих 10. Но как представитель своей породы. Он даже как все сложно. Ну, я так понимаю, что это диктуется тем, что просто очень много участников. Да. И они там со всего мира, как бы, да, и из-за этого приходится как бы. Ну, это, наверное, правильно, да, делить. У нас же тоже на чемпионате будет по породам в этом году разделено. Вот, но тем не менее, как бы это. На самом деле много наград люди получают. Ну и вот по шифонеру, который у меня дома, ну, как бы видно, что много наград получают. Вот эта рыбка, она вообще ее можно продать? Нет? Там, ну, вообще продается ли рыба с этого чемпионата продается в Японии? Как это делается вообще? Некоторые продают, некоторые не продают. Вот. Некоторые после чемпионата увозят домой. Чтобы она приносила счастье. Да, а кто-то участвует еще и еще и еще. То есть эта же рыбка может участвовать еще раз? Если брать всех остальных рыб, они могут участвовать каждый год. Если рыба выиграла гранд-чемпиона, она обязана следующий год пропустить. Не имеет права. Ну, потому что это будут неравные шансы. Вот. Если она год пропускает, и еще через год, фактически через 2 года, она имеет право участвовать. Но, в принципе, во-первых, тут как бы нужно сказать, что подрастают еще какие-то чемпионы будущие, да, которые ей составят конкуренцию. Во-вторых, она все-таки, ну, тоже изменится за эти 2 года. Да. Обычно рыба с возрастом меняется в худшую сторону. Обычно. У нее ухудшается цвет тела, качество кожи. Даже на это смотрится, чтобы она была аж вот сверкающая. Белая, сверкающая, красная. Вот. Ну, это такие нюансы, но их видно. Твоего карпа кожа, она шикарная. Склизко, ты трогал его? Ну, конечно, да. Я имею в виду, так вот погладить, если. Блин. Человек, который трогал чемпиона. Гранд-чемпиона. Чемпиона мира, короче говоря. Друзья, давайте вот Александр еще предлагает здесь вот видосик посмотреть. Там даже звук можно включить. Это у нас. Это как проходят аукционы, на которых выводят рыбу, все смотрят на нее, и делают ставочки. Она есть у них в каталоге, и они ее смотрят. Они заранее ее знают. Они ее видели вживую, пока она сидела в этих, а это уже во время самого аукциона, ну вот. Так ее провозят, и желающие купить ставят ставки. Вот. Так проходит аукцион.
То есть, когда господин Филиппов говорил, что я выиграл на каком-то аукционе, первое место занял, ну, вы видели, как устроен чемпионат мира, и вот сейчас видели, что такое аукцион. Ну, заметна разница? Ну, аукцион это уже после чемпионата. Не. Аукционы бывают в любое время, и они не касаются тех рыб, которые участвуют в чемпионатах. Это аукцион, это когда бридер продает свою рыбу. Не обязательно та, которая сидела вот в бассейне. Не. Та, которая сидела в бассейне, это уже рыба того, кто является ее хозяином. Вот. Бридер продает фактически ту рыбу, которую он вырастил. В основном торгуется рыба 1, 2, максимум 3-летняя по возрасту. Вот. Ну, в основном 2. То есть как раз на этом аукционе можно купить себе рыбу, которую ты считаешь, что она может быть. Можно купить, да. Ну, в основном как? А могу я так на этом аукционе купить рыбу и потом ее выставить на чемпионат? Мне кто-то запретит? Чтобы участвовать в чемпионате, нужно, чтобы кто-то поручился. Просто со стороны ты не можешь прийти. Здрасте, я ваша тетя. Вот. Должен быть кто-то, кто заявит эту рыбу от твоего имени. А я просто сам ты не можешь, потому что ты не являешься членом ассоциации Нишикигои. Вот. То есть вот что. Да, должен тебя представить. От ассоциации кто-то. Да. А как в эту ассоциацию попасть? Вот. Значит, когда я подал заявление в эту ассоциацию, нужно было иметь 2 поручителей среди людей. Самой ассоциации. Да, среди очень именитых бридеров. Вот. За меня поручились Иса и Дайничи. Вот, кстати, который там стоял. Вот. Через 3 года ты становишься членом этой ассоциации. 3 года такой срок, ну, как бы испытательный. Вот. Ну и чтобы стать судьей в последующем, тебя должны рекомендовать уже 3 известных бридера, имеющих вес, которые поручатся за то, что ты в этом деле понимаешь. Во-первых, ты должен пройти обучение. Вот, то есть, если ты начнешь там левые оценки какие-то ставить, ну, конечно, то пострадают твои друзья, естественно, да, и их репутация. Ну, естественно. Это сразу будет видно, что ты в этом не понимаешь ничего. Вот. Проходится обучение на несколько курсов, во время которого преподается, как нужно оценивать рыбу, на что обращать внимание, что считается важным, первостепенным и так далее. Когда ты уже прошел эти курсы, не единожды, тебя могут назначить, ну, вот, кстати, вот видишь, ниже табличка. Сертификаты. Да, вот. Ну, где-то она есть, кстати, отдельно. Нет. Выше. Вот. Еще выше. Вот. Ну, у тебя вот это о том, что. Вот это вот. Да, вот это о том, что члены ассоциации Нишикигои. А вот эта каменная, она о том, что присвоено название судьи. Да, и еще, ну вот, может быть, ставишь, я тебе скинул сертификат, подтверждающий профессионализм и возможность судить любой чемпионат в любой стороне мира. Да? То есть ты сейчас вот такой дядька-то крутой, как бы, да, получается? Ну, ты можешь судить. Так случилось. То есть приехать вот он. Вот этот сертификат, который дает право на... Мистер Александр Ромащенко. Можешь на 1 назад, там есть перевод. Is a specialist and professional. На 1 назад отмотай, и там будет перевод. Сейчас. Вот назад. Вниз. Вот он. Вот это перевод. Можешь прочитать. Является специалистом, профессиональным экспертом,
Так, давайте мы это вслух прочитаем все-таки. Настоящий подтверждает, что господин Александр Ромащенко является специалистом и профессиональным экспертом и имеет право выступать в качестве судьи на каждой выставке карпов Нисигикои, проводимой Японской ассоциацией продвижения карпов Нисигикои. Ну, перевод, да. Сложно. Общественная организация Японская ассоциация продвижения карпов Нисигикои. Да, заметьте, общественная, не государственная. Да. Ну, то есть общественная организация больше доверяет, да, чем... Ну, я не знаю, есть ли в Японии государственная организация какая-то? Нет. Государство не регулирует это. Зачем это вообще государству нужно? Ну, вот просто, Мое мнение, государство регулирует только те области, которые имеют большое значение. Угу. То есть, если это имеет, как спорт имеет массовый характер, ну, престиж страны. Очень массовый, такое, да. Вот. Но если мы берем тех же карпов или дискусов, ну сколько людей держат дискусов? Ну какое-то значение для государства. Да, может сколько иметь. Футболом, например, интересуется. Абсолютно верно. Сколько марки собирают, сколько значки собирали, сколько парикмахеров. Ну это не может иметь большого значения для страны. Александр, дайте я руку пожму. Да. От всех аквариумистов нашей страны тебе огромное спасибо, что ты нашу родину прославляешь вот в аквариумистике. Ну, это вообще неожиданный результат был на самом деле. Ну, как бы да. Для меня лично, что вот так человек раз и в Японии, друзья, на их территории, на их законном поле, на поле, где они лучшие, я имею в виду среди карпистов там, да, вот этих вот, занять первое место в мире. Вообще, это, конечно, фантастика просто. Поэтому спасибо тебе. Александр, я предлагаю от того чемпионата перейти к нашему чемпионату. Ну, в данном случае, друзья, чемпионат в Японии, ну, так детально мы его рассматривали только для того, чтобы провести параллель. Провести параллель, да, как там и как здесь. И почему бы нам, ну, эту модель там не использовать, да, собственно, мы ее используем. Александр. Как и во всем мире, собственно говоря. Да, и это же вот мы с Шиловым обсуждали, и в Германии также чемпионат тоже везде, проходит. по всему миру. В принципе, правила одни и те же. Значит, и организаторы одни и те же. Да. Общественная организация, но не государство. Клуб «Русские аквариумы» и клуб «Дискусы» со всего мира решили сделать чемпионат, решили сделать свои правила, решили назначить судей. Ну, все то же самое. Но, значит, некоторые люди все равно сидят и говорят, ну, в данном случае вот Олег Филиппов, значит, вот всякую ерунду. Ты знаешь, вот мне чего хотелось бы затронуть. Друзья, значит, Олег Филиппов, ну, важно, хочу просто подчеркнуть, значит, говорить, что мы все, ну, он так говорит. Организованная преступная группировка. Ну, это не, ну, ладно, да. Ну, вот мы ОПГ, значит, все на него подаем в суды за то, что он такой хороший. Коллективно, да. За то, что он такой хороший, и он, значит, вот, значит, там нам палки в колеса по чемпионату вставляет. Значит, хочу сказать, что это не так. Это ложь. Значит, конкретные иски ему предъявляет лично ему, лично Александр Романов. Вот. Ты по клевете, которая касается лично меня. Она не касается ни дискусов, ни чемпионатов, ни Андрея, никаких других людей. Эта клевета касалась лично меня. И лично я подаю на конкретного гражданина. Это не имеет никакого отношения ни к чему, кроме меня одного, против которого было совершено незаконное действие, на которое был подан иск и которое было выиграно. Но даже это мелочь. Я хотел бы сказать одну вещь, которую никто не знает. Я хотел бы обратить ваше внимание на моральный облик этого человека, так называемого борца за права аквариумистов, который в отношении меня написал донос в ФСБ, в котором он расписал, что я, значит, чуть ли не спонсирую всю украинскую армию, хотя все совсем наоборот.
Я здорово помогаю нашим ребятам, на что есть и благодарности и так далее, но это не важно. Вот. И что я незаконно пересекаю границу по поддельным документам, и что я японский шпион, и чего там только не было в этом доносе. Слушай же, ну это же тяжелое как бы. Это 15 лет. Если бы в ФСБ оказался такого же плана человек, как гражданин Филиппов, и захотел бы себе повесить звездочку по сфабрикованному делу, то меня могли бы посадить на 15 лет. То есть те обвинения, которые сыпал в своем доносе гражданин Филиппов, они касались статьи о сроке 15 лет. То есть если бы при определенных обстоятельствах... Даже, считай, там, предательство Родины. Да. Вот. И был написан такой ложный донос. Меня вызвали в ФСБ и допрашивали по факту этой клеветы, которую Филиппов написал в этом доносе. После того, как меня опросили, значит, провели следственные действия, естественно, ничего из того, что написал Филиппов, не подтвердилось. Филиппову прислали ответ, что по вашим данным была проведена проверка, следственные действия, и ваши данные не подтверждаются. Но его это не устроило. Филиппов написал еще один донос, в котором повторил все то же самое, все те же самые обвинения в мой адрес, но более того... С первого раза он не понял? Нет, видимо, он думает, что следственные органы не работают у нас. Более того, он написал, значит, обвинил следователя в коррупционных связях со мной, что следователь был подкуплен и так далее и тому подобное. На что Филиппову уже меня второй раз вызвали на допрос. Естественно, я ответил все как и в первый раз, мне нечего было добавить. Вот. И Филиппову ответили, что если он будет отрывать сотрудников на свои, значит, вот эти доносы, когда они занимаются гораздо более важными делами в наше время, то его самого привлекут. Вот такой ответ был второй Филиппову. И я хочу обратить ваше внимание на то, что где у нас рыбки, а где доносы, из-за которых люди могли, конкретно я, мог пострадать так, что моя дочь могла меня увидеть только через 15 лет. Если, не дай бог, кто-то захотел бы что-то там в мутной воде сделать. Да? Вот. Слава богу, у нас сотрудники не такие. Вот такой моральный облик. Да? Где там разговоры о рыбках, какие-то предъявы по поводу чемпионата, дискусы, карпы и так далее. А где клевета в органы наши, самое главное. То есть грани какой-то нету. Да, абсолютно, абсолютно ничего святого. Что можно, что нельзя. Да, то есть, где рыбки, а где ФСБ. Я, что внутри этого человека? Я где-то это видел в чатах даже. Я имею в виду обвинения. Да. С выкладыванием даже твоего адреса. Да. Но там было адрес выкладывал он, когда якобы поздравлял меня с тем, что я помогаю нашим ребятам. И я просто к тому, что как найдется какой-нибудь дурачок, да, психически неуравновешенный человек, который, не знаю, увидит вот это сообщение, что ты там кому-то помогаешь, да. У него замкнет, и вот адрес есть. То есть это же семья может пострадать, конечно, да, кроме всего. То есть, это, то есть ничего святого у этого человека нет. Я к тому, что какая-то красная линия где-то должна же быть. Нет никаких красных линий. Куда можно, Нет, ничего святого. Там ни совести, ни стыда, ничего нет. Я же говорю, где рыбки, а где эти вещи. Это невероятно серьезные вещи. Но человек, я думаю, что сознательно идет на то, чтобы навредить тому, кто его никогда не трогал. Я не выпускал о Филиппове ни одного ролика, я не говорил ни одного слова. Вы не можете найти нигде, ни на одной площадке, ни письменно, ни видео. Да, я тоже этого нет. Не знаю такого. Этого нет.
И вот человеку, который ему ничего не сделал, я думаю, что он готов максимально навредить. Он старается максимально навредить. Вот такая ненависть. То есть ты не мог этого простить и Это не, я, извините меня, я это не могу пропустить. Я обязательно добьюсь того, чтобы человек был за эти вещи наказан. А было такое, что он осознал как-то, Нет, написал, нет, извини, нет, я там был неправ? Нет. Нет? Нет. Ну, то есть он Нет. как бы вот Нет. и все, написал. Что он написал и убежден сказал, в этом или что суды куплены. Угу. А это обвинение в тяжком преступлении. Ага. Да? Это вот человек обвиняет меня в том, что я совершаю тяжкое преступление. Да? Еще раз, друзья, это личный иск. Абсолютно. Личные иски Александра Да. к лично господину Филиппову. Значит, и никаких заявлений о том, что это из-за того, что он там вставляет палки Абсолютно нет. в колеса чемпионату либо выставки, это не соответствует действительности. Ну, плюс он ничего не вставляет, пока то, что он смог сделать, это платные как бы. Ну, да. Ну и пусть бы он будет, да, собственно, раз так судьба распорядилась. Друзья, еще хочу заявить от себя, когда вот Александр стал гранд-чемпионом, когда он завоевал эту победу, значит, Филиппов заявлял, что нужно позвонить в Японию, отменить победу Александра и России, значит, признать недействительным этот чемпионат и аннулировать все эти результаты. Вот такой вот патриот, готовый, значит, растоптать все достижения нашей страны в аквариумистике ради личных амбиций. По поводу нашего чемпионата, который проводим мы, собственно говоря, ты как представитель клуба «Дискуссии со всего мира», я как представитель клуба, значит, «Русские аквариумы». Вот мы решили сделать такие правила, назначить таких-то судей, собственно, как и во всем мире. Да. Потому что мы считаем, что эти судьи имеют максимальный авторитет, максимальный вес, знают про дискусов. Ну, компетентны. Ну, компетентны, да, знают про дискусов там достаточное количество информации, имеют опыт соответствующий, чтобы им доверяли те, кого вы судите, как бы, да, как судьи в данном случае. Вот. Собственно говоря, только по этой причине судьи такие, которые есть. Вот. Если клубы решат по-другому, значит, так причем это же голосованием делается. Неважно. Я имею в виду, что это просто демократия внутриклубная. Нет, я имею в виду, важно почему. Это не то, что... Голосование делается же не среди всех, а среди авторитетов. Я имею в виду, это не то, что Вась, ты назначил кого-то. Нет, это выбирают люди сами. Да. Сами участники выбирают тех, кто будет их судить. Угу. Значит, они им доверяют. Да, Вот и все. И тут, например, я не могу быть судьей, потому что, ну, кто мне будет доверять? Если я дискусов, ну, я, конечно, их много видел, но я имею в виду, что я не дискусовод, их не развожу, у меня нет опыта какого-то, как правильно малька. Ну, если честно, то, что у меня какой-то опыт был там с дискусами, ну, вот Александр человек, который всегда на телефоне там что-то подсказывал. Ну, я имею в виду, у моих заказчиков там есть дискусы. Вот, я даже у тебя брал как-то дискусы. Ну, да. Классные дискусы. Да. До сих пор, по-моему, там кто-то из них, значит, еще радует заказчика. Почему у нас в России, ну, это такой эмпирический вопрос, твое мнение, значит, ну, дискуссоводство, что ли, не так развито, как, например, в Германии, вот, как в других странах. В той же Азии там дискуссоводы сумасшедшие какие там, какие фирмы, призов миллион и так далее. Сами по себе выставки тоже масштабные. Почему у нас она, так скажем, ну, где-то вот... Она больше, кстати, будет, друзья, по количеству аквариумов, чем в прошлом году, имеется в виду чемпионат дискусов. Но все равно хотелось бы, знаешь, там 50-100 аквариумов. Не то чтобы у нас аквариумов нету, самих как бы дискуссоводов мало. Вот что. У меня на этот счет есть такая идея, что
вообще сама идея о хобби таком, как аквариумистика, она, к сожалению, подугасла. Ну, если ты сравнишь птичий рынок 20 лет назад, меня переубеждать не да, надо. да, и сейчас. Я думаю, это вот тенденция общая. И плюс к этому изменились приоритеты у детей. Если раньше ребенку покупали аквариум, он там был визг до небес от радости, то сейчас гаджеты. Вот от чего визг будет. Электронные рыбки. Да. Вот я думаю, это меняется, просто мир меняется. Ну, хорошо, а ты хочешь сказать, Почему что... в Азии так? Почему в Азии нету По телефонов? той же причине, что и карп и кои в Азии. Ну, во-первых, там тепло, гораздо легче. В Германии ничего не тепло. Ну, в Германии тоже начинает схлопываться эта история. У них холоднее становится. Нет, я думаю, это связано с уровнем жизни тоже. У них падает уровень жизни, и им не до дискуссии. Вот ты знаешь, я тоже как бы об этом думал, что аквариумистика это хороший показатель уровня жизни в стране. Да. Он такой не привязан, потому что это такое хобби, знаешь, которое в конце всех хотело как бы находиться. То есть сначала у тебя там еда, жилье там, и вот не необходимость. Да, не необходимость. И если все-таки как бы человек заводит, и вот чем больше людей, которые аквариумисты, тем типа уровень жизни выше как бы. Вот. Можно ли по этому принципу сказать, что в Азии уровень жизни выше? Так тоже нельзя сказать. Так тоже нельзя сказать, да. И так нельзя сказать, и так тоже нельзя сказать. Я не могу сказать, что там уровень жизни выше, но вот менталитет еще у азиатов. В том же Бангкоке это самое. Ну хорошо, с дискусами согласен. В гуппи у нас всегда было сильное как бы гуппи. Но вот я тебе хочу сказать, в Азии тоже вот сейчас был огромный рынок, Чатучак в Бангкоке, самый большой в Азии, зоорынок. Он уменьшился почти вдвое. Тоже тенденция есть, он уменьшился. Все-таки, наверное, гаджеты тоже влияют на эту тему. И там тоже. Ну, у нас прям, конечно, хотелось бы, друзья, чтобы вот, ну, это было такое масштабное мероприятие, ну, более масштабное, чем есть. Но, тем не менее, прошлый, конечно, чемпионат очень сильно порадовал, потому что в одном месте увидеть столько замечательных дискусов, я не знаю, я ходил прям, я не дискусовод, но на это смотреть можно как бы очень долго. И я же там, ну, как бы все 3 дня, и вот ловлю себя на моменте, что, блин, мне хочется на них смотреть. Они реально классные, они как бы, ну вот, и ходишь и понимаешь, что вот ты сейчас это видишь, и ты еще 2 года это не увидишь. И такой останавливаешься, только посмотреть. Ну, вот это, конечно, приятно. А ты как судья, еще такой вопрос, тоже не знаешь, какие рыбки будут? Понятия не имею. Я даже не знаю ни от кого, ни какие, ни сколько. Я вообще не знаю. То есть такой информации не было. То есть ты придешь. Ну, я-то это знаю, друзья, просто для меня будет все. То есть Александр придет туда, как и другие судьи, которые у нас есть. Они как бы увидят этих рыбок. Вот, ну, первый раз, можно так сказать. Да, я увижу. Аквариумы подписаны не будут. То есть, чья это рыба. Наклейки после чемпионата наклеиваются на все аквариумы, чья это рыба и так далее. Пока там судьи судят, значит, они не знают, чья. Ну, в теории, наверное, возможно как-то догадаться, например, чья рыба. Но что-то это такое из области. Не факт. Ну, не факт. Чтобы догадаться, чья это рыба. Ну, я, грубо говоря, так вот, типа, судья такой догадался, что это рыба. Там, я, ну, условно, Олега Филиппова, такой, ну, Олег Филиппов у нас, мы его не любим, и возьмет ему низкую оценку поставить. Нет. Ну, поэтому и выбирают этих людей сами участники, потому что, да, они знают, что эти люди не сделают, не поступят нечестным образом. Вот и все. Что судейство будет честное. Ну, тут я думаю, что, друзья, такая тема, что, ну, тебя как просто образ судьи возьмем, да, Александр, если, например, ну, отсудит нечестно.
Да? Ну, я не знаю, как это сделать. К примеру такой. Вот взял и нечестно отсудил. Он же как бы, получается, свою репутацию как бы Вот очень именно. сильно подпортит. Да? То есть до А такой чтобы степени, что? Самое главное. Да, это дискусоводу угодить какому-нибудь. Ну да. Ну, то есть, Если я просто на следующий чемпионат ему скажешь: слушай, Александр, буду угождать одному, давай то тебя я не буду будет. обижать других, понимаешь? потому что ты там не отсудил. Ну, еще раз, Александр как образ, как образ судьи. Вот, чтобы так примерно представить, как бы это могло быть. Вот. Ты можешь еще, знаешь, что рассказать по поводу категорий? Я так и не понял. Значит, ну это такая чисто дискуссоводная тема. Я так понял, что в этом чемпионате дискусов 2026 будет судиться рыбки разных пород. Да. Просто Вот, в прошлом, чуть-чуть объясни в прошлом этот чемпионате у нас была, ну, немножко был перекос в этом плане. Да? Рыба, допустим, невозможно судить параллельно, сравнивать точечную рыбу и сплошную рыбу. Почему? Да? Ну, потому что точечно не бывает таких размеров. Угу. Да? Вот. То есть у них по каким-то параметрам одна проигрывает той, по каким-то наоборот, как бы получается. Вот азиаты сделали классную точечную рыбу, но она не бывает вот таких больших размеров. И она в восприятии уже проигрывает, потому что тот же самый сплошной Blue Diamond, да, он смотрится огромным блином, а это смотрится как подросток по сравнению с ним. Все уже неравное. Это неравное состязание. То есть это для справедливости, Да, как бы делается. конечно. Первый чемпионат мы делали Да. именно так, как сделали, Да, вот да. один какой-то чемпион. И это было сделано для того, чтобы, ну, просто начать вот как-то проводить этот чемпионат. Почему что сейчас первый. вводим категории? Для того, чтобы не были обделены люди, которые прикладывают максимум усилий при выведении других пород. Как ты думаешь, вот чемпионат этот сможет стать такой же традицией, как, например, в Японии 56 там чемпионат, 56 лет, они вот есть у него такой шанс? Мне бы этого очень хотелось, потому что, ну, это все-таки очень красивая история, согласись, ее никогда не было, и вдруг она появилась. Вот. Мне бы, конечно, очень хотелось. Мне бы хотелось, чтобы мы в следующем чемпионате, я думал, в этом чемпионате это будет, но ввиду того, в какой ситуации находится страна сейчас, мы не можем себе позволить приглашать зарубежных известных людей. Но я думаю, в будущем мы сможем это делать, и мы под импортную рыбу выделим отдельный класс, чтобы тот же Тони Тан соревновался с кем-нибудь тоже из Азии. А вот Александр сейчас, вот, друзья, говорит о том, что, значит, давайте сделаем такой, ну, типа мировой чемпионат, да, вот, ну, типа замахнемся. Международный. Международный, да. Вот смех смехом, а я вам расскажу историю с прошлого чемпионата. Я, значит, решил дискуссоводам это не говорить, значит, позвонил Илькину, ну, наш поставщик, значит, азиатской рыбы. Вот, говорю: Илькин, вот давай, ну, дискуссоводы пальцы гнут там, ну, вот какого-нибудь там Тони Тана или кого-нибудь там пригласим, вот его рыбку, ты можешь ее сюда привезти? Ну, мы ее выставим. Ну, она не будет участвовать в соревновании, но она будет вот мозолить глаза дискуссоводам, чтобы они, ну, немножечко как бы свое эго, ну, как бы вот чуть-чуть так понизили, да, чтобы эту планку как бы тоже видели. Ну, все-таки. Чтобы было к чему расти. Да, ну, чемпиона мирового имеется в виду привести. Он мне, ну, такой разговор интересный, он мне: слушай, вот, ну, я сейчас Тони Тана, по-моему, не успею уже, вот Джаггера могу, ну, а как я ему, говорит, скажу, ну, вот, что он будет участвовать, он же денег захочет. Я говорю: ты предложи ему поучаствовать в чемпионате, как бы, вот, российском. Ну, что скажет, то скажет, как бы, вот так вот. Он говорит: ну, ладно, давай попробуй. Через 15 минут звонит. Он говорит: ответил, прикинь, он согласен. Он согласен, бесплатно рыбу. Но только, говорит, ты постарайся ее там продать, как бы. Вот.
А рыба дорогая, то есть, ну, он бы не стал, Джаггер, Да, вот да, такой. Он бы не стал, ну, какую-то фигню присылать. Ну, конечно. То есть, я к чему, друзья? К тому, что у азиатов есть четкое понимание, что в выставках надо участвовать. Да. Что это напрямую вяжется потом с их продажами. Вот, что это такая имиджевая, престижная история, после которой твое имя как бы вырастает. Вот. И Я звонил Винсену Лау. для него это, ну, участие в российском чемпионате это имиджевая история. Тоже несмотря на то, что престижно, у нас как бы... Несмотря на то, что он свежий. Вот только... Да, понимаете, какая? Я позвонил Винсену Лау. Угу. Вот, и он говорит, я бы и сам приехал, если бы не вот ситуация с перелетами. А так я, говорит, с удовольствием и сам приехал, и рыбу привез бы. Да, то есть у нас потенциал-то есть. Для них, друзья. черт знает сколько верст, не крюк. Вот. Что они в Германию ездят, что сюда, какая Ну да, разница. тут даже поближе Ну будет. да. Это все равно для них рынок. Они понимают это, что это Ну, важно. я могу сказать, что, например, вот у нас второе место занял Игорь с Питера. И он очень хорошо монетизировал эту историю. Очень хорошо он рыбу продал после этого. А он говорит, я чемпион, я второе место занял на чемпионате российском. И, ну, действительно качественная рыба. Ну, да, это же показатель того, что Конечно. его рыба качественная. Не я сижу говорю, что у меня самая классная рыба в мире, как это делает Олег Филиппов. А это люди голосуют. Люди, сами люди проголосовали за то, что это лучшая рыба. Все. Не он это нарисовал, Не он ему это, вручили. не он сам сказал. Да, это все равно, что я буду сидеть и говорить, я там, я не знаю, самый лучший блогер в России. Ну да. И что, ну это же смешно звучит, да? Ну, конечно. Это какая-то вот вообще просто ерунда. Ну, до каждого хорошего есть, до каждого лучшего есть еще лучше, Ну, да. как говорил мой папа. Вот, поэтому это должны люди как бы говорить и голосовать. Это же касается чемпионата. Мне тут Шилов сказал, что нас за границей смотрят на этот чемпионат. Да, Вообще вот из этих великих, кто что говорит-то, ну, просто есть какие-то сплетни, истории. Смотрят. Что говорят, нормально, нет? Ну, абсолютно. Да? Я когда показал наши кубки, они говорят, мы хотим такие же. Да. Да. Им очень понравились. Ну, кубки действительно были, мне кажется, даже избыточные, как бы дорогие. Шикарные, да. Да, это камень, два вида камня, значит, золотом, реальным золотом, как бы покрытый, глаз бриллиант какой-то, я там даже не знаю, но он такой увесистый. Ну, кстати, в Питере сейчас наш клубный стоит в Питере рядом с серебряным этим. Ну, короче, у Игоря. В магазинчике там или где. Вот, надо, чтобы его привезли, обратно вернули, и он поедет в Пермь, друзья. Друзья, я предлагаю на этом закончить на нашу вот эту вот беседу. Я вас всех призываю прийти на чемпионат дискусовый, на выставку. Кстати, я, знаешь, чего хотел? Пропустил. Да. Почему этот чемпионат вообще ни разу не спорт? Почему? А потому что это конкурс красоты. Мы не выбираем дискусы. Так и назовите конкурсом. Почему вы его чемпионатом назвали? Я объясню. Потому что чемпионат. Слово чемпионат, где выбирают чемпиона. Почему чемпионат по парикмахерскому искусству? Не знаю. Почему не конкурс? Не знаю. Конкурс красоты. Почему может мисс быть, да. Вселенная, на секундочку, а не мисс Урюпинск? А мисс Вселенная, это в смысле всей галактики? Ну, Вообще ты всей представляешь, Вселенной? да? Всех. Да. Ничего Всей себе. Вселенной. А Вот как они так замахнулись. могли, да? Да. Вот. Ничего себе. А существа где-нибудь там на Плутоне Мы не согласны. обиделись, да. Ролики Мы не записывают. согласны. Почему Александр, ты красавчик просто. Спасибо тебе, что приехал с какими-то такими длинными там перелетами сюда. Ну, вообще и до моей скромной квартирки. И, друзья, я надеюсь, вам ролик понравился. Обязательно в комментариях напишите, что вы думаете по поводу того, что мы сегодня обсуждали. Значит, ролику лайк, подписка. Александр, еще раз жми краба, потому что ты чемпион. Спасибо. Пока. До свидания.